Здравствуйте, дорогие друзья! Это гадание для Стрельца называется «Три случайные карты». В середине гадания для вас подарок в виде сказки на ночь. Три случайные карты я достану Стрельцу из разных наборов Таро. Карты обратят ваше внимание на то, что вы сами не замечаете или намеренно игнорируете. Немножко настоящего, немножко будущего, может быть, немножко и прошлого. Три случайные карты, советы, предсказания, предостережения и разные другие полезные вещи, полезные радости для вас. Карты действительно разные. И первая колода, из которой я достану первую карту Стрельцу. Карты эти называются «Испанское Таро». Испанское Таро. Колода эта примечательна тем, что здесь два комплекта старших арканов. Карт не 78, как положено, а целых 100. Поэтому не удивляйтесь, если то же самое колесо фортуны два раза вам выпадет, когда вы гадаете на этих картах. Одна карта для Стрельца. Вам выпадает карта сила, старший аркан. Ну что ж, старшие арканы описывают какие-то серьезные темы, серьезные ситуации. То есть мы можем рассчитывать на откровение, это понятно. Значение карт я вам расскажу позже, только когда вы прослушаете сказку. Вторая карта для Стрельца. Это уже у нас Таро Висконти. Блестящие карты. Видите, какие они блестящие, сверкающие карты? Ну, наверное, они должны и блестящие предсказания давать. Тоже для Стрельца. Двойка кубков. Карта это называется пара. Наверное, мы будем говорить о каком-то парном взаимодействии, парном существовании, о каком-то партнерстве. И третья колода карт, автор называет их классическим Таро. Отсюда тоже вам достану одну карту. Пожалуйста, эта карта Император, тоже старший аркан. Ну, многообещающий набор. Я рада, что он вам достался. А сказка для Стрельца называется «Наследник». Я не знаю, это на ваше усмотрение, как вы свяжете сказку, мораль, смысл, текст сказки с вашей жизнью или с вашими вопросами, или с тем, о чем говорят карты. Но какая-то связь обязательно для каждого найдется. Итак, сказка «Наследник». Жил некогда один богатый фермер с женой и сыном. Они имели большое хозяйство и много недвижимости, получается, по-нашему. И вот в один день фермер сказал сыну своему, что имеет намерение завещать ему все свое состояние. Но прежде хочет, чтобы тот поехал в ближайший город и поработал там всего лишь 2 недели, чтобы понял, как зарабатываются деньги и каких усилий это стоит. После возвращения домой папа попросил сына показать эти деньги, которые он заработает в городе. Но мама мальчика никак не хотела смириться с идеей, что ее сын будет работать, а вдруг он истощится, похудеет. И она попыталась разубедить супруга, однако тот был непреклонен. Тогда мама дала сыну достаточно денег на проживание в городе на 2 недели, и остаток велела вернуть потом отцу и сказать, что он сам эти деньги заработал. Ну, вот такая вот мама, обычная стандартная мама, как все мамы. И через 2 недели сын вернулся домой. Исполнил я твой заказ-то, работал и заработал вот это, сказал он сын отцу, и подал ему маленькую такую сумочку, полную денег.
Лжешь, закричал отец, не работал ты в городе. И бросил он эту сумочку в огонь, ну, в камин, например. Мальчик очень загрустил и пошел к маме плакать. Ну, та его ободрила и снова дала ему денег, и снова история повторилась. Снова он... Да, мама ему в этот раз сложила в багаж еще и мрысни дрехи, грязную одежду. Ну, чтобы это натуральнее, правдоподобнее выглядело. И велела во все это грязно переодеться, когда он якобы вернется домой. После этой самой работы прошли еще 2 недели, и мальчик вернулся домой, одетым в грязную одежду. И снова он дает отцу деньги, и тот снова выбрасывает в огонь эти деньги и обвиняет мальчика во лжи. Вот так. Ну, тогда мальчик решил больше не лгать, видит, что это не работает, это бесполезно. Все бы были такими догадливыми, да, все бы мальчики. Вот. И он решил уже по-настоящему поработать в городе. Через 2 недели он вернулся и дал отцу деньги. Тот, ну, по своей привычке, снова бросил эти деньги в огонь. Но мальчик, этот сын, бросился к огню и вытащил прямо из пламени эти деньги. И закричал отцу: «Да что ты за человек? Я так старательно трудился, чтобы заработать эти деньги, а ты швыряешь их в огонь просто так». И в этот момент отец понял, что все понял, и глаза его наполнились слезами, и он сказал сыну: «Ну, теперь я могу спокойно тебе завещать свое состояние, потому что ты знаешь, какая цена у денег». Прекрасная эта сказка была бы, если бы нас не напрягали сроки. Меня, например, несколько смущают сроки. То есть поработать 2 недели. Мне кажется, это маловато. 2 недели – это неубедительно. Но теперь что же обещают стрельцам карты? Во-первых, карта сила вам выпадает. Старший аркан. Кстати, по поводу сказки. Я для каждого знака зодиака рассказываю отдельную сказку, свою сказку. То есть всего 12, да, их по кругу. Поэтому, если вас интересуют сказки, вы хотите их послушать, смотрите видео с гаданиями для других знаков зодиака. Это и полезно, и поучительно, но еще и сказки какие-то послушайте. Итак, карта сила. Карта сила сообщает нам о разных вещах. Во-первых, она как большой магнит, как некий энергетический центр, говорит, что у вас очень много ресурсов сейчас. Вы задавали же картам свои вопросы, пока я их перемешивала, да? Вы спрашивали, кто-то про любовь, кто-то про работу, кто-то про деньги, кто-то про творчество. Так вот, карта силы спешит к стрельцам, чтобы их заверить, что у вас для всего перечисленного, 1, 2, 3, 4, там, работа, любви и так далее, есть достаточно ресурсов. Что это такое? Это и деньги, и время, это и здоровье, и силы, эмоциональные силы, физические, это расположение, поддержка других людей. То есть вы сейчас в ресурсе. Это модное, популярное, отвратительное выражение. Многие так говорят, ну, на просторах интернета пишут, да? Я в ресурсе. Вот, смотрите, стрельцы, вы в ресурсе. То есть если вы ищете новую работу, например, да, карта силы говорит, что вы очень можете на нее рассчитывать, потому что у вас хороший послужной список, потому что ваша специальность востребована на рынке сейчас, потому что, ну, вообще много вакансий, и вы хорошо себя чувствуете, чтобы пройти стрессовое какое-то собеседование и понравиться будущему работодателю. То есть карта это говорит, что вы буквально пышете силами, здоровьем, желанием жить. Карта сообщает очень много про ваши деньги. Деньги есть. Много или мало, самое главное, что они достаточные для всего, что вы могли бы сейчас воплотить, захотели. Например, если вы сомневаетесь, стоит ли вам затевать какой-то, скажем, проект. Вот стоит ли вам сейчас потратиться и купить что-то дорогое, там, не знаю, квартиру. Вот. Потому что, вдруг не хватит, вдруг там
что-то. Нет, вот карта сила как раз говорит, что всего хватит. Про любовь то же самое. Если вы сомневаетесь, например, достаточно ли любит вас избранное лицо, загаданный человек, стоит ли вам сейчас, уместно ли сильно как-то тратиться на любовную историю или ждать прихода новой любви. Карта сила то же самое говорит. Вы отлично выглядите, вы в форме, в расцвете, так сказать, сил физических, и духовных, и эмоциональных. Поэтому и любовь, и романтические приключения, это тоже все будет для вас очень-очень уместно. Да? Если вас вдохновила любовь, то именно на эту тему я и продолжу, потому что дальше у нас выпадает двойка кубков. Эта карта в некоторых колодах, ну, где вот подписано значение карт, она так и называется — любовь. Любовь. Двойка кубков — это условно два лица, два человека, которые рядом, которые составляют пару. Я намеренно здесь не акцентирую на чувствах, я не говорю, что любят друг друга или клянутся друг другу в чем-то, потому что смысл карты немножко в другом. Эти люди составляют пару, они друг другу особенно нужны. Ну, выгодны, если хотите. И эта карта, безусловно, про любовь. В сочетании с силой она многим одиноким стрельцам обещает, что они найдут пару. Понимаете? Обещает любовь? Да. Но не просто любовь. Очень подходящего человека Вселенная, высшие силы готовят вам в пару. Очень подходящего человека. А еще двойка кубков обозначает чувства взаимные. Ну, все, наверное, хотят чувств взаимных. Мало кто, особо отъявленные мазохисты, только мечтают влюбиться без взаимности. Хотя, мне кажется, среди девушек таких полно, делаю выводы по письмам, которые вы мне присылаете. Да? Вот. Взаимную любовь карты вам обещают. Страстную, романтическую, очень открытую. Эти карты обе, знаете, такие открытые. Здесь нет тайны и хитрых ходов, здесь нет врагов и необходимости как-то спасаться и защищаться. Это новое знакомство или отношения уже прошлые, но они восстанавливаются, потому что вдруг выясняется, что вы один без другого не можете находиться вместе. И пара, то есть вы открыто выходите в люди, например, и вы ни от кого это не скрываете. Всем радостно об этом сообщаете друзьям и родственникам. Вот. Ну, такой очень парный, взаимный период в жизни. Карта обещает все, что связано с любовью. Это и свидания, и совместные веселые дороги, подарки, разговоры, ну и так далее. Ну, на новое знакомство, конечно, можете так рассчитывать. Но дальше-то что? Видите, все-таки мы в сторону любви выруливаем, согласно сезона, и это очень правильно. Карта императора. Женщинам-стрельцам она говорит: где-то рядом с вами есть уже теперь или появится очень скоро человек самый лучший, самый важный и самый достойный, если не во всей вашей жизни, вот прям во всей, кстати, печальный опыт показывает, что самых достойных в жизни мы как раз и пропускаем, и всегда проморгаем. Кстати, у меня есть ответ, почему это происходит, потому что самые достойные являются к нам, когда нам 18-24. И нам кажется, что вся жизнь впереди, и таких достойных будет еще много. Вот. И вот так вот возраст и наивность играют злые шутки с нами. Но это лирическое отступление. Если хотите, пишите на эту тему ваши вопросы, тоже в рубрику «Вопросы-ответы» мы об этом поговорим. Любовь и возраст. Но сейчас, на данном этапе жизни, вот в той географической точке и в том временном пространстве, где вы находитесь, дорогие женщины-стрельцы, где-то рядом с вами есть очень-очень достойный мужчина. Достойный по разным причинам. Император, он и в Африке император, посмотрите. Он красивый, с хорошей осанкой, он сидит на троне. То есть у него есть и власть, и деньги, и авторитет, и, в общем, все
что хочешь. Часто император описывает мужчину, объективно занимающего высокое социальное положение. То есть он начальник, начальствующая должность у него, или какой-то крупный бизнесмен, олигарх, например. И вот что важно сейчас. Мы договорились, что 3 случайные карты на чем-то заострят ваше внимание, чтобы вы мимо не прошли, а потом не жалели и локти не кусали. Поэтому вот сейчас обратите внимание именно на любовь, на какого-то мужчину, который может составить для вас самую интересную, самую важную и очень перспективную пару. Но если вы не интересуетесь романтикой по разным причинам, сколько угодно их может быть, то для каких-то профессиональных, вообще социальных, взрослых вещей эти 3 карты тоже исключительно хороши. Сила снова напоминает про ресурсы, про достаточность денег, здоровья, связей. В конце концов, кстати, карта сила, ее иногда не любят, говорят, что она очень про манипуляции. Если бы надо было ну да, ладно, не будем вдаваться в детали, да. Вот, она немножко такая, она описывает разговоры, переговоры, уговоры, взаимные влияния. Она говорит о том, что вы сейчас можете быть очень убедительны, если станете у кого-то просить помощи или покровительства. Вы можете кого-то, в конце концов, купить или подкупить в хорошем смысле этого слова. То есть у вас есть силы свернуть горы, но и совет эта карта дает не конфликтовать и не идти на открытую конфронтацию и особо упрямо не настаивать на собственном мнении. Сила должна быть мягкая, такая очень-очень дипломатичная. 2 кубков говорит о том, что в ваших выгодах сейчас, в ваших выгодах разных, профессиональных, каких-то денежных, в бизнес-выгодах, заинтересован сейчас еще один человек, причем заинтересован не меньше вас, не меньше вашего. И вы можете работать с ним синхронно и сообща, можете друг другу доверять и можете друг на друга очень даже полагаться. Так карты, например, описывают в числе прочего появление достойного бизнес-партнера. Бизнес-партнер, заказчик, подрядчик, не знаю, контрагент какой-то для вашего бизнеса. И вот вы сообща, с взаимным интересом, с взаимной выгодой и доверием можете действовать. И тогда карта император – это отчасти, да, покровительствующее лицо. То есть, смотрите, вот, например, эта троица говорит, что ваше начальство сейчас за вас. Вы хорошо поработали, отличились, заработали себе отличную репутацию на работе. Самое время идти и просить повышения зарплаты или просить новую должность. Кто-то в вас заинтересован, в вашем успехе кто-то заинтересован дальше, даже больше, чем вы сами. И тогда, да, император – это покровительствующее лицо. Это начальник, например, ваш, которому вдруг стало самому ужасно выгодно больше вам платить. Такое бывает, там разные причины возможны. Карта сила, да, она такая хитрая, она говорит, что не все так прозрачно и просто. Вот. А в любом случае мужская энергия, мужская фигура, карты советуют вам просить либо покровительства, либо понимания, либо помощи у какого-то мужчины. И карта императора еще говорит про бумаги, документы, про разные правовые, юридические вопросы. То есть это тоже вам совет, на что надо сейчас обратить внимание. На то, что важно и серьезно, на те отношения и те эпизоды вашей жизни, где вы расписались, где вы на какой-то бумаге поставили вашу подпись. То есть если вы неправильно сейчас себя поведете, неправильно истолкуете советы карт, то вы можете буквально столкнуться вы можете наблюдать трудности юридического, правового толка, вплоть до трудностей с законом, ну, надеюсь, не с законом, но с подзаконными актами. Внимательно читайте инструкции, старайтесь им выполнять правила, старайтесь указаниям
разных регламентов соответствовать, ну и кто-то готов вас по этому лабиринту провести, кто-то готов вам в этом содействовать. В любом случае предсказания карт, указания, советы карт для Стрельца очень-очень хорошие. Они не кризисные, они не ссорные, и они не описывают какого-то ощутимого дефицита в вашей жизни. То есть вы можете сейчас за все браться, все воплощать, потому что у вас хватит и собственных сил, и чьей-то поддержки. Ну а я желаю вам удачи и хорошего настроения. Увидимся!